Дожили. Валить надо. Без веб-камер, без наблюдателей, в багажнике расположенных избирательных участках или на пеньках. Это точно кирдык. Надо бежать из страны. Куда вы от Путина убежите? Друзья мои, приветствую вас. Сегодня будем обсуждать одну, единственную тему. Как вы думаете, почему я сегодня такой нарядный? Новая Конституция, одобренная 78%. Заживем, теперь заживем суверенной страной. Не указ нам теперь какие-то там мнения кого-то про что-то, нет. Конституция хоть и давно принята, но теперь всенародно одобрена. Навальный даже угадал проценты проголосовавших за Конституцию. 78%. Ну, я не знаю, я не ходил на избирательные участки, на пенек тоже не пошел, потому что там бабушки сидели такой: возьми бюллетень, проголосуй, сынок. Я проходил мимо этих всех в багажнике расположенных избирательных участках или на пеньках, видел, как люди пишут какие-то бумажки и так далее, и думал: дожили. Сядь на пенек, съешь пирожок, да. Еще лотерею там предлагали сыграть, машину выиграть, если ты проголосуешь. У многих сейчас есть опасения, что вот эти вот такие вот выборы или голосования, или вот эти вот опросы, или референдумы, как их только не называют, они и дальше будут так, без веб-камер, без наблюдателей, без. Нет, я вас уверяю, что так не будет. Во-первых, уже нужды не будет что-то выбирать, потому что выбрали уже, все нормально. А во-вторых, это был просто всенародный, давайте так, опрос. Как перепись населения, знаете. Почему, собственно, в подъезды ходили вот ребята в халатах, значит, просто отметили: вы были дома, все нормально, все хорошо. Да, и в общем, что сказать по этому поводу? Уметь жить надо при любой власти. У нас в России, как и во многих странах, слишком переоценена роль государств, правительства и так далее в жизни людей. На самом деле на качество жизни людей влияет поведение, мысли, чувства самих людей. А на самом деле, что мы чувствуем, что мы мыслим, что мы делаем, зависит от кого. Да, в общем-то, оно в основном внутри нас находится и обильно поощряется нашим окружением. Какая бы ни была Конституция, такая, как вчера, такая, как сегодня, такая, какая будет завтра, если ее еще раз изменят, это не сильно повлияет на жизнь людей, вот так вот объективно. Я много вижу людей, которые прям взволнованы по поводу этой вот Конституции новой. Надо бежать из страны, они говорят: все, теперь это точно кирдык, пожизненный президент. Я говорю: так, во-первых, в России постоянно какие-то кирдыки случались, да, и ничего, Россия живет, это раз. Это вот исторический факт, посмотрите. Во-вторых, если вы хотите куда-то бежать, а куда бежать-то? Куда вы от Путина убежите? Это первый вопрос. Второе: хорошо, куда вы прибежите? К пингвинам в Антарктиду? Куда? Таксистам в Нью-Йорке? Вы сами знаете, Нью-Йорк сейчас рассадник коронавируса, Манхэттен вообще опустил, да, куда? Поэтому, друзья мои, не пугайте меня тем, что вы куда-то уедете, а наоборот, давайте вместе радоваться, что перемешивание народов во всем мире будет сейчас идти более активно. Да? Кто-то уедет, кто-то приедет. Я и сам-то раньше думал, что есть в мире какие-то места, в которых лучше, чем то, где я живу. А потом меня посетило открытие. Благоустроишь то место, где живешь, и хорошо. И где бы ни приехал, обычно там начинается все это дело с какой-то полной жопы. Опять каких отношений нет ни с кем и так далее. Все надо благоустраивать. Да. Люди разделились на 3 группы. Как всегда. Те, которые говорят: валить надо. Все, валить, все, теперь уже точно ничего. После 2008 года говорили. Кстати, поуезжали многие, да. Другая часть говорит: нет, терпеть дальше надо. Все, терпим. Булки сжимаем, терпим так, что просто нас невозможно ничем сковырнуть, да. И третья группа людей, которые говорят: ребята, благоустройством занимаемся дальше, все, построим, доделаем и так далее, живем, Которые говорят: валить надо, но это люди, как правило, реально либо активные говоруны. Говоруны пусть валят куда хотят. А люди активные, которые деятельные, лучше бы они, конечно, остались и пополнили ряды тех, которые хотят благоустройством заняться. Те, которые терпим, это люди
ну, просто они готовы жить при любом раскладе, они, в общем-то, ну, тоже хорошие люди, там, благоустраивают, почему-то называют это терпеть. На самом деле, слово какое-то вот терпеть мне не очень нравится. Вот. Ну, а те, которые говорят, давайте благоустроим, вот эта группа, это про меня. То есть я и сам, в общем-то, в эту группу вступил уже давно. И я считаю, ну, первое, что чем и стоит заниматься, да, ну, это благоустройством своей жизни. Себя, свое здоровье, своя семья, свое сообщество, свое окружение. Вот, собой благоустраиваем. На самом деле процентное отношение между этими группами такое. Те, кто говорят, валить надо, их 10%. Из них половина – это крикуны, половина – люди деятельные. Поэтому вот эти 5% я приглашаю. Те, кто говорят, терпеть надо, 70%. Ну, основная группа. И группа тех, кто про благоустройство, их 20%. Да? Вот видите, она незначительная группа 20%. Вот по всем анализам и расчетам, как только группа благоустроителей становится процентов 40, 50, все, дела в стране преображаются. Поэтому вот эти 5%, которые валить надо, да, давайте прибавляем к этим 20%, вот получается уже 25% тех, кто про благоустройство. Да? И нам остается еще в 2 раза расширить свои ряды. Я думаю, это по силам в следующие несколько лет сделать, поэтому давайте этим лучше займемся. С политикой все понятно, с президентом тоже, с Конституцией понятно. Давайте займемся увеличением количества людей, которые про благоустройство. А с чего начать-то? Какой первый шаг? Первый шаг всегда один и самый радикальный, конкретный – найти своих людей. Поэтому входите в сообщество про женщин, сообщество университет детства, сообщество школа, центр социума или другие сообщества. Попробуйте. В вашем городе, в вашей деревне, в вашем месте, где вы живете, всегда есть какие-то сообщества. Посмотрите. Ну, я назвал вам ряд этих сообществ. Найдите своих людей. И с вами начнутся необратимые изменения. И в это сложно поверить. Я тоже не верил никогда бы в это. Но бляха-муха, когда со мной это начало случаться, все, теперь я всем рекомендую. Я говорю, айда. Выпуск-то вроде подходит к концу, а жизнь-то только начинается. Новая конституция, новые возможности. Эх, заживем. Поэтому, друзья мои, объединяйтесь в сообщество, примыкайте к людям деятельным, которые благоустраивают свою жизнь, жизнь своего города, жизнь своей местности, где живут и так далее. И все у нас получится. Короче, традиции развития общества своими руками в жизнь. Даешь улучшение нашей жизни нашими же руками. Новая конституция нам позволяет это делать. Вот. Во всяком случае, не запрещает. Пока. Пока. Катя сегодня назвала мой костюм «Зум-костюм». Если вы разговариваете с кем-то по зуму, просите вашего собеседника привстать. Просто иногда люди там в трусах, а иногда и без трусов. Ишь, в джинсах нормально все. И кроссовки.